3 раза прощался с жизнью. Будем говорить живописный. Фигуры, як живые. Сам я из Гродно, да. Потому что мне здесь нравится. И здесь мое место. А мы сами из Гродно. Это наша все-таки родина, правильно? Уже пишете, да? Да. Хорошо. Кофе? Очень хорошо. Привет! Меня зовут Артем Рендевич, я из Минска, и уже больше года вместе со своими близкими и друзьями я снимаю проект о нашей стране под названием «Едем». В этом выпуске мы отправились в самый европейский и архитектурно насыщенный город нашей страны – Гродно. Сам город в последнее время стал очень популярным направлением для путешествий по Беларуси. И мы отправились в Гродно, чтобы узнать у местных жителей, как им там живется. Узнать, что же такое пожарная каланча и кто такие Кася и Бася. И ночью в плащах отправиться изучать тайны города. Также в конце выпуска вас ждет очень крутой розыгрыш, поэтому смотрите до конца. Ну что, едем? Гродно можно назвать культурной столицей Беларуси, королевский город, пережил множество эпох и абсолютно не похожий на всю привычную нам Беларусь. Но путешествие всегда начинается с жилья. В Гродно есть множество вариантов отелей, хостелов, квартир. Я могу порекомендовать отель «Семашко», но сейчас мы приехали в то место, которое я не смог забронировать, но очень хочу туда приехать пожить. Ну что, друзья, мы в Гродно. Несмотря на мой заложенный нос и простуду, я все-таки собрался и приехал сюда в эту прекрасную пору, потому что сейчас все прям золотое. И первой точкой нашего маршрута стал Кронон Парк отель. Это отель, в который я хотел бы заселиться, но так уж вышло, что я в последний момент бронировал все наши номера, и мест здесь не оказалось. Но это тот отель, в который вы обязаны поселиться, когда будете в Гродно, потому что здесь просто потрясающе. Дышится офигенно. Реально, во. О! Парк прям очень красивый. Мне здесь очень нравится. Мы сейчас немножко попытаемся разузнать про это место и сядем, выпьем кофе. История у нас не очень такая, так сказать, долгая, да. Стройка началась вообще в 2003 году, но идея зародилась немножко раньше. Главным вдохновителем явился отель под городом Тур во Франции, на юге Франции, который относится к такому типу отелей, как французские отели-замки. Но вот в одно из таких мест попали наши учредители когда-то давно. Спустя несколько лет судьба завела в Гродно, где как раз выдалась возможность купить участок для дальнейшего строительства вот именно такого комплекса. А это Виктор Николаевич и Виктория. Это семейная пара из Москвы. Абсолютно все, что можно увидеть глазом в этом отеле, абсолютно все пропускает через себя Виктория. Поэтому чувствуется вот такое вот тепло. Всего в отеле у нас 15 номеров. Каждый из них выполнен в собственном стиле, в собственной цветовой гамме. Каждый особен по-своему. Поэтому можно приехать 15 раз и все 15 получить разные впечатления. А теперь момент истины. Кронон Парк отель дарит проекту «Едем» сертификат на 1 ночь в этом отеле, который я разыграю в конце этого выпуска, так что смотрите до конца. Честно сказать, что уезжать-то особо отсюда не хочется. Я случайно наткнулся на этот отель в Инстаграме, и еще тогда мне захотелось сюда приехать. Здесь настолько классно, что, честно, может быть, и закончим выпуск на этом, и никуда дальше не поедем. Стандартный номер в Кронон Парк отеле стоит от 320 рублей. Но поверьте, эту стоимость полностью оправдывает сервис, качество отеля и место, в котором он находится. Егор облил в свои штаны кофе. Покажи. Какой я мокрый? Егор, что с тобой? Слишком тут шикарно. О! Ну что, как бы здесь нам приятно не было находиться, нам нужно двигаться дальше, чтобы показать вам прекрасный Гродно. Следующая встреча у нас будет с местной жительницей Настей, которая покажет нам центр города и в целом расскажет нам, как ей здесь живется и почему местные жители так любят Гродно. О! Знакомьтесь, это Настя.
Привет. Настя живет в Гродно и отозвалась нам показать этот город. Я надеюсь, что вам понравится, на самом деле. Ну что, погнали? Погнали. Погнали. Такая вот интересная тут точка получается, что здесь у нас есть собор православный, старый корпус университета. На этом доме есть панно, называется «Наука». Сделанное в 70-е годы. И так прикольно было сделано. Типа, ну, вот, напротив религия, грубо говоря, так как собор, и тут вот наука, типа, когда вот стык как бы религии и науки. Настя, расскажи, откуда ты на меня наткнулась? Подружка рассказала. Ребята крутые, просто вообще нет слов. Спасибо, что кто-то снимает про Беларусь как качественно, про родную страну. Спасибо. Пожалуйста. Созрел университет? Созрел университет, фишка университета, да. Обязательно осенью, октябрь-сентябрь у нас тут очень красивая красная стена. Это просто фантастика. Хроника Элизы Ожешко. А кто она такая? Польская писательница, ну, как бы наша белорусская польская писательница. Да, знатный род. У них есть имение, по-моему, в Заказеле, где-то тут рядом. Да. Раньше у вас здесь были раздельно женская и мужская гимназии. В начале предыдущего века, вот, как бы 20-го, она была женская и мужская гимназия отдельно. Прикольно. Сейчас мы увидим городской парк и пойдем гулять как бы дальше по старой как бы, части города. А большой старый центр здесь? Большой такой как бы квадрат, в принципе, можно сделать. И могу сразу сказать, что 2 дня в Гродно мало, вам не хватит однозначно. Я уже понял это. У меня первое впечатление, что Гродно такой холмистый, можно сказать. Очень это можно прочувствовать. Очень классно, когда на велосипеде едешь, особенно по городу. Да. Ты думаешь, откуда здесь столько гор? Ну, кажется, ровная местность. Ты здесь родилась, верно? Да, я здесь родилась, да. Мой родной город. Всю жизнь живешь? Да, сейчас я аспирант, пишу диссертацию. Ну, я ветрач. Поэтому мы пришли, в общем, в парк имени Жолибера, знаменитый французский ботаник, физиолог, анатом. И это вот парк его имени, который он когда-то основал. Просто у нас, когда был последний король как бы, Речи Посполитой Станислав Август Понятовский, он жил в Гродно, у него была здесь аж 3 резиденции была. Приглашал сюда на работу Пензенгауза Антония, он был губернатором городским, грубо говоря, а он уже звал таких всех вот к себе работников как бы, по разным направлениям. Вот одним из них был Жолибер. Он был, как это сейчас говорят, любитель природы, животных и всего остального. Да. Гродно все вертится вокруг нескольких имен, которые мы будем слышать еще не раз. И один из них это Жан-Эммануэль Жолибер. В 1770-х годах Жолибер прибыл в Гродно для открытия здесь врачебной школы. И через несколько лет после прибытия Жолибер создал сад, который считался одним из лучших в Европе. Сегодняшний парк, конечно, значительно отличается от того, что было ранее. Также в парке Жолибера находится дворец Четвертинских. Швейцарская долина. Здесь было все большущих ивах, мостики. Такая как бы долина, ну как Швейцария, я так думаю, назвали. Смахивала на Швейцарию. Это губернаторский мост. Он раньше был сплошной, как бы речка шла аж на ту сторону площади. Поэтому тут было прям когда-то очень красиво. Я нашел новый экстрим-аттракцион. Гродненский экстрим. Реально, как бы Гродно я назвала королевским городом, потому что только у нас есть 2 замка, старый и новый, где как минимум 3 короля здесь жили в свое время. Это Витов, Стефан Баторий, вот Август Понятовский Станислав. В свое время это было и княжество Литовское, и как бы Речь Посполитая, говоря, поэтому королевский город. Стефан Баторий, польский король и великий князь литовский. И именно Стефан Баторий придал текущий вид старому замку, который мы можем сейчас видеть в Гродно, куда вы наконец-таки можете попасть. Во время нашего визита мы не смогли посетить старый замок, так как он был на реконструкции. Однако сейчас он открыл свои двери для посетителей, и вы можете туда сходить. Мне кажется, тебе смело можно работать гидом. У меня дома есть полочка книг про Гродно, у нас очень там классные краеведы в городе, у меня прям вот коллекция книжечек, я так составляю. Офигеть. Было желание такое? Я всегда этого стеснялась, боялась. Чувствую, после этого к тебе клиенты подтянутся. Отлично, делайте рекламу, рассказывайте. Театр кукол. Здесь была одна из первых балетных труп на территории как бы Речи Посполитой. Красивый зал очень там. То есть сходить рекомендуем? На спектакли для взрослых очень классные у нас тут есть, да. Когда кто-то приезжает, говорит, Гродно, покажите Гродно, я такая, да, надо что-то кому-то написать, показать. Почему ты в Гродно остаешься и живешь?
Потому что мне здесь нравится, не знаю даже. Ну, как-то я в дорогих городах, они, конечно, клевые, ну Гродно лучший. В гости ездить куда-то можно посмотреть, но жить здесь. И здесь мое место, скажем так. Именно в этом городе. Просто здесь каждый день как раз вот ходишь по улице и что-то новенькое. Здесь каждый раз ходишь в музей. Так, там что-то интересно, там что-то интересно, там что-то интересно. Там нашел, ну, вот реально город-музей под открытым небом. Каждый день ты тут как турист ходишь. Реально, ты не знаешь, ну, что-то как бы новенькое всегда видишь. И тут такой город, как вот, ну, европейский город, как Брест. Я думаю, вы были в Бресте, я думаю, знакомое ощущение, когда ты ходишь, как будто вот куда-то уехал в гости в другую страну. I love Гродно, вот там впереди прямо. Моя любимая. Здесь могла быть ты. Вакантное местечко занимайте. Я лично был в Гродно дважды, и это было в раннем детстве. Я вообще не знаю этот город, что здесь есть. Мы до этого как раз-таки побывали впервые в осознанном возрасте в Бресте и хотим сравнить, как нам после Бреста в Гродно будет. Я думаю, что нам понравится. И костелы были снесены, их сейчас нет. Осталось 4, и 3 Да. снесли? Да, и 3 снесенных костела. То есть было 7? Да, 7 костелов, и все как бы в центре города. И все не маленькие, и все таки махины. Ну, Гродно же считается самым сохранившимся городом. Да, я бы сказала, что самый такой вот, где ходишь по улочкам, и реально у каждого дома есть какая-то своя история. История есть практически везде. В целом Гродно идеально сохранился во время войны, однако самая страшная трагедия для города произошла уже после. В центре города Гродно находился костел, построенный во второй половине XIV века, и также его называют Фара Витовта. Но, к сожалению, этого костела больше не существует. В начале 60-х годов архитекторы приступили к разработке нового генерального плана города Гродно. Костелу попросту не находилось места на карте нового социалистического города. 8 марта принимается решающее в судьбе главного храма города постановление о его сносе. Главный храм города был полностью разрушен без особой на то причины. И сейчас на месте этого костела есть маленький сквер, где установлен памятник этому храму. Сходу могу сказать, что это, наверное, самый живописный город в Беларуси, в котором я был. Здесь просто действительно на каждом углу очень красивое здание со своей историей. Офигеть, реально музей под открытым небом. Это кот из галереи? Я встречалась, что он жил в галерее или живет. Прикольно. Здесь есть 2 дома. Улица называется 11 июля или Липеня. Я читала, что в свое время эта улица 20 лет называлась не 11 же Липеня, а П. Липеня, потому что когда на машинках же, ну, вот эти там печатных это все делали, единички как бы слились в П букву. И получилось, что не 11 июля, грубо говоря, улица, а улица П. Липеня. И 20 лет улица называлась П. Липеня. И никто не знал, кто такой П. Липень. И вот реально сейчас осталось 2 дома, но сейчас уже это улица 11 июля. Ну, ты говоришь про квадрат какой-то, да? Да, есть квадрат из улиц, это если обходить вот площадь Ленина на площадь Советскую, от нее идти водонапорным башням Кася и Басик, и от нее уже возвращаться на Жешко улицу. Получится такой как бы квадрат, где посмотреть практически все можно. О, мы вышли на улицу Советскую. Да, Гродненская Европа. Здесь будем говорить живописный. Живописный? Да. Давай. На улицах Гродно можно встретить очень много уличных музыкантов, и это не может не радовать. На нашем пути встретилось 3 или 4, и все очень круто играют. Почему универмаг в топе достопримечательностей все время находится? Потому что, наверное, там есть крыша мира. То есть в этом универмаге Неман наверху смотровая? Да, на 5-м этаже смотровая площадка. Must have города Гродно. Понятно. Посмотреть. Есть очень интересные как бы росписи на стенах. Это вид Гродно. Через мост старый замок. Почему их 2? Потому что когда вот захотели, как бы тут был король Август Понятовский, замок был старый, уже устаревший. Ну, захотел построить себе новый, построил себе новый. Все просто. Все очень просто. Это Василь Быков. Скороход, отойди. Вот Василь Быков. Он жил в Гродно и работал в Гродно, да, это довольно долгое время. Брест в плане как бы двориков немножко же выигрывает. Как бы Гродно это надо походить, поискать там, знать места. Брест, извините, здесь тоже есть прикольные дворики. Вау. Ну, да, прикольный. Недружелюбный гродненский водитель. А люди здесь какие?
хорошие. Бывает всякое. Но я думаю, что так вас сразу не съедят. Потом так. По чуть-чуть. По чуть-чуть будут, если что, да. В целом, когда я готовился к поездке в Гродно, я понял, что здесь довольно хорошо развит ресторанный бизнес. И особенно много здесь хороших баров, которые мы изучим вечером. Это какое-то легендарное место, как я понял. Сейчас, да, теперь если вкусно есть итальянскую еду, то в Наполи. Который пиццу делает? Да. Здрасте. А мы ждем директора, чтобы в пиджаке вышел. А вы тут прям в поле. Ну да, без меня тут никак. Сначала у нас был пицца-трак, он здесь стоит пока, не работает, а потом уже решили открыть пиццерию. С трака, по сути, в заведение выросли. Ну, я занимаюсь этим уже почти 20 лет. А мы сами из Гродно. 12 лет жил за границей в Праге, там учился, работал, у итальянцев много работал. Ну и решили так продолжить. Спасибо вам. Очень вкусно. Спасибо. О. Но пицца реально итальянская. Было очень вкусно. Неман или Неман? Вопрос за ковыркой. Я называю Неман. Все гродненцы называют Неман. Да. Здесь есть какое-то необычное слово гродненское. А лишь ты такой вот. Да, вот это вот. А лишь ты, наверное, я слышала только у гродненцев. Ну ты даешь. Что-то в таком плане, типа, а лишь ты, да. Площадь после реконструкции 2006 года стала не совсем красивая, не совсем она нравится. Тут раньше у нас было много деревьев. Ну, у нас это тренд все в плитку загнать. Ну, такое. Это, наверное, самый большой костел в Беларуси, верно? Не самый большой, но это как бы одна из 3 малых базилик от Ватикана в Гродно. Это вот есть у нас в Гродно, в Пинске и в Буцлаве. На нем расположены самые старые часы в Европе, которые скоро будут бить. Мы пришли к Фарному костелу, чтобы послушать самые старые часы в Европе. Прикиньте, они старше даже, чем пражские. А вот и они. Стрелки чуть-чуть отстают. Мы решили, что в Гродно время останавливается. Костел просто потрясающий. Это, наверное, один из самых красивых костелов в Беларуси. Один факт, с которым мы столкнулись, меня немножко обескуражил. Снимать внутри запрещено. Громко разговаривать запрещено. Экскурсии с гидами запрещены. Я не знаю, почему людям не позволить узнавать больше об этом месте с тем же гидом. Почему нельзя делиться видео из этого места? Ну, немножко странно, мне непонятно. И в целом в Беларуси особо я такого не встречал. Везде можно снимать в костелах, здесь же запрещено и все очень строго. Ну, это боль. Боль? Боль. Боль, когда хочешь кому-то показать больше, и тебе этого не дают. Ну, это реально боль. Старая языческая аптека когда-то была, сейчас это как бы это даже аптека. Аптека-музей. Одна из первых в Беларуси, можно сказать. Стефан Баторик, которого тут вскрывали. Первое вскрытие там в Европе, здесь в Гродно. Это самая старая аптека в Беларуси, либо нет? Самая старая, 312 лет. В 1709 году было построено здание. Действовало непрерывно до 1953 года. В советское время в этом здании были склады. С 1996-го мы собираем свою музейную коллекцию. Но много предметов именно отсюда. Гродно и эта аптека. Очень много тут европейских предметов из разных стран. Жуть. Аптека, ну, очень крутая. Мне прям интересно было. Мне кажется, в этой аптеке можно нормально так на часик зависнуть, чтобы послушать рассказы о каждом экспонате.
Мы с вами завтра встретимся. Да, созвонимся еще. Привет. Все, на связи. В Гродно, мне кажется, легко встретить любого знакомого. Это вообще, это большая деревня. А мы сейчас идем в сторону Крыши Мира, как раз подходит к ней время. Что такое Крыша Мира? Смотровая площадка на универмаге в нашем, в центральном. С нее открывается вид и практически на весь центр города. А вход там платный, бесплатный? Бесплатно. Я заметил тут много бесплатного. Да, пока бесплатно. Надеюсь, что не сделают. Не надо. То есть идти уже через интересные места. Вот кофейня Джезова, мы сейчас ее дворик увидим, у нее очень крутой атмосферный двор. Вау. Примерно так. Вау. Ну как вам кофе из Джезвы? Честно, по кофе меня ничего пока не впечатлило. Рекомендацион в плане кофе и десертов — это вот какао, кофейня. Мы расположены в здании монастыря в стенах, потому что вот это был костел когда-то, и вот мы сейчас находимся в пристроечке к костелу. Очень мягкий, немножко водянистый. Не скажу, что лучший кофе в моей жизни, но очень достойный. Кофе? Мягенько, четенько. Для тех, кто пьет с сахаром, можно пить без сахара. Ну, кофе во. Здесь всегда столько людей? Это еще мало людей. Ковида еще в мире не было. Здесь было не протолкнуться. Услышать речь там. Немецкую, польскую, литовскую, английскую, греческую, всякую, какую ты вообще не понимаешь. Что можно было видеть здесь. Я хотел рассказать вам про эту брусчатку. Она реально старая, ей 100 лет. И она прям лежит здесь на всю Советскую улицу. Ну что, идем на обзорку, да? Да, идем на обзорку. А где вход в нее? На лифте поедем. Вот на этом вот. Да. А-а-а. Мы на обзорной площадке Крыша Мира, и вид отсюда открывается реально очень хороший, очень красивый. Но мне этого недостаточно. Я хочу взлететь еще выше и посмотреть с еще большей высоты. Чего запрещать? Наступил вечер, мы отправляемся на экскурсию, непростую экскурсию. Мы, по сути, будем участниками театральной постановки экскурсии, которая будет происходить по городу. Посмотрите, какая красота, закат. Мы гуляем уже весь день, почти без остановок, только покушать на часик упали. И я понимаю, что мы за 2 дня не успеем вам все показать. Я постараюсь выжать максимум из этого времени, которое у нас есть. В Гродно есть одно строение с очень забавным названием – Пожарная Каланча. Почему Каланча? Потому что ее так называют, Пожарная Каланча. Это вот та башенка вдали. Да. Там, по-моему, в 12 дня играет на трубе трубач. Посмотри вверх, посмотри. Крайняя женщина справа. Кого напоминает? Мона Лиза, Мона Лиза, реально? да, посмотри. Это специально сделали? Да. Егор, смело можно сказать, что Гродно реально очень живописный, очень живописный. Просто зацените, какие закаты здесь, мамочки. Это Гродненская набережная. Настя жалуется, что у них здесь нет хорошей набережной. Вообще, просто сделайте кто-нибудь набережную в Гродно, чтобы можно было где посидеть. В Пинске, Бресте, в Гомеле есть, а в Гродно нет. Даже скамеек нет, скамеек, ни одной скамейки. Ничего вообще.
Инструкция очень простая. Сейчас я передам эту папочку, ручечку. Просто распишитесь, пожалуйста, что прибыли. И после этого, пожалуйста, подходите к моим коллегам, получайте весь инвентарь. Приветствую вас. Добро пожаловать. Как вас зовут? Андрей меня зовут. Очень приятно. Я, если честно, вас сегодня замечал, пока я ездил здесь Да? по городу. Расскажи, как этот проект появился. На самом деле появился он уже год как тому назад. Не секрет, что времена были сложные в туризме. Хотя у нас идея о том, что нужно сделать какую-то необычную экскурсию, возникла давно. Понятное дело, что Гродно — это самое подходящее для этого место, подобно Питеру в России или Львову в Украине. Это наша, скажем, культурная столица. Как максимально заинтересовать людей? Это даже подав ту же информацию, которую они знают, но в каком-то абсолютно новом формате. Так вот, мы собрались за круглым столом и начали, скажем, рожать то самое интересное, таинственное, то, что мы знаем про город. Пригласили историков, собрались большой командой делать вот эту вот сказочную информацию, чтобы преподнести ее, чтобы слушателю было приятно в виде квестов, анимации, для того, чтобы это получилось окунуться в сказку. До 12 человек сопровождает экскурсию, когда мы ее проводим. Сам я из Гродно, да, родился здесь. Я жил в Киеве на протяжении 7 лет и последние 2 года в Катаре. Решил вернуться, вернее, даже не то, чтобы я решил, за меня решила обстановка, ситуация, ввиду пандемии многие из нас сюда решили. Но туристическим бизнесом, даже дистанционно, занимался я здесь всегда, со своих 18 лет. И это вот как продукт Центра глобального туризма, это экскурсия «Тайны города». Гродно, потому что здесь богатейшая история, да, первый город в Беларуси по количеству сохранившихся памятников архитектуры. Где-то маленькая Швеция, где-то маленькая Прага. Настолько он не похож и не типичен для нашего вот этого СНГ пространства. Какой топ мест в Гродно? Я думаю, что это непосредственно, конечно, замки. Калужская церковь Борисоглебская, она же одна из самых, скажем, древних сохранившихся православных храмов на территории Беларуси. Водонапорные башни Кася и Бася. Очень интересный у них, скажем так, архитектурный вид. Уже погнали, потому что уже все одеты. Какие вы модные. Мне нужен твой топ. Фарный костел, замки, крыша мира. Калужская церковь, конечно же. Если хочется посмотреть вообще парк, такой настоящий парк, это Румлевский парк. Вообще весь город топ. Класс. Очень круто, что мы познакомились. Приятно познакомиться. Спасибо, что делаете. Гарри Поттер. О. Экскурсия у нас вся будет с аудиогидом, мы будем в наушниках. К сожалению, чтобы вам это услышать, вам нужно приехать и побывать на этой экскурсии. Я постараюсь вам немножко показать ту магию, которая будет сейчас происходить. Сейчас, значит, с вами проверим звук, чтобы всем было комфортно. Если все в порядке, все работает, поднимите палец вверх. Ждем, последний луч солнца заходит за горизонт, и мы начинаем. Надевайте наушники, делайте погромче и наслаждайтесь тайнами и легендами города Гродно. У тебя есть 3 минуты. Не спрашивайте. Ну что, едем? Едем!
Спасибо. Отдыхайте, набирайтесь сил, потому что я уверен, что завтра у вас будет еще больше информации, еще больше увиденного. Здесь бесконечно можно путешествовать по Гродно. Поэтому спасибо, что нас посетили. Искренне рады. И процветания вашему проекту. Спасибо. Честно, я просто не ожидал, что будет настолько круто. Я в какой-то момент там чуть не расплакался, чуть слезу не пустил от того, что не будь этого проекта, я бы не узнал ничего этого, не объехал бы столько крутых мест. Ребята очень качественно подходят к своему делу. Каждый нюансик, каждую ступенечку подсвечивали, везде все очень продумано. Тайны города, респект каждому, кто будет в Гродно, обязательно посетите. Слушай, ну слезу я не пустил, но с первой минуты у меня пробежали мурашки по всей коже. Круто, да? Супер. Ты, будучи в Гродно, тоже впервые сходила с ними? Прям неожиданно, что это в Гродно, реально, очень классно. Рекомендацион 2, как оказалось, теперь однозначно. У ребят очень много эксклюзива в экскурсии, пройти вот в этот Лямус, самое старое деревянное строение в городе. Оно принадлежит костелу, и туда, в принципе, невозможно попасть с улицы. Они прям заводят внутрь и устраивают там квест в этом здании. Все, Настя, спасибо огромное, было очень интересно. Обращайтесь к Насте, она теперь новоиспеченный гид, поможет вам узнать Гродно лучше. Подписывайтесь. И подписывайтесь обязательно. И все, уходишь в темноту. Здравствуйте. Кто здесь? Здесь мы будем спать. Очень большая комната. Твоя шконка. Нет! Да. На самом деле очень прикольно. Довольно уютные кроватки здесь есть. По-моему, кайфово. Ну, вот это вы знаете, да? В общем, мы вернулись в центр, чтобы заценить, что здесь есть за бары. Одно из них бар «Урбанист». Естественно, мы решили заглянуть и посмотреть, что там такого особенного. Просто неприметная улочка, и тут прям бары, кафе. Добрый волшебный вечер. Там еще можно сейчас пойти потанцевать, и еда тут вкусная. Жизнь в Гродно реально кипит. Очень прикольный бар. Вполне в европейском стиле. Ну все, короче. Мы спать. Пока снимал город с утра, решил подбросить на автовокзал местного жителя. Как вас зовут? Влад зовут. Влад? Да. Так а вы рисуете, да? Но. На Советской. На Советской. Паровозик. Вот такие стоит. Как давно рисуете? А с таких вот. Всю жизнь? Ну, все же все. Я особливо за портрет взялся. И так он у меня везде. Кожное лицо, Тросяковка. Так а что, вы всю ночь рисовали? Но. Ну, треба ж жонці гроші приносить. А что вам больше всего нравится? Какое место? Ну, княжеские палацы, католический костел и православный. И Калужская. Давно уж, который на Советской площади, внутри прихожей вельми. Фигуры, як живые быстро. Все, спасибо вам за беседу. Да. Хорошей дороги. Ну и вам так само, добре? Договорились. Ну, побег я уже. Все налепся вам-то. Доброе утро! Доброго ранку всем. Мы вкусно позавтракали в кафе «Проходная». Поспал я сегодня реально мало. Я немножко
не очень себя хорошо чувствую, но я надеюсь, что я сегодня справлюсь и покажу вам максимум, что можно за этот день. Сейчас нас ждет встреча с гидом Михаилом, и это будет реально очень крутая экскурсия. Это Михаил, пожалуй, самый известный гид по Гродно. Нашел я его в Инстаграм, мы списались, и в первый день, когда мы гуляли с Настей, мы несколько раз встречались в самом городе. Да, что, понравилось вам? О, видите, как успели? На главное мероприятие в нашем городе Гродно. Послушали орган. И первым делом мы отправились в неочевидное место для туристов, от которого мы остались в полнейшем восторге. Там и часы, такой классный механизм 1913 года со смайликом, такая точка, улыбочка. И орган посмотреть, какие октавы есть на немецком языке, немножко с пастырем познакомиться. Единственная действующая историческая кирка на территории нашей Беларуси. А опять-таки это наследие времен эпохи Тизенгауза, 18 век. У нас все хорошо в нашей державе, называется Речь Посполитая, держава огромнейшая, но проблемы какие извечные? Нету денег. И решили провести экономические реформы. Экономические реформы решили провести вот в этом районе города, который называется Городница. Пустая земля, которая принадлежала королю, отдает своему другу Антонио Тизенгаузу. И он приглашает сюда иностранных специалистов. В первую очередь приглашает немцев. Например, французы — это лидеры в медицине. Значит, что нужно? Приглашать французов. Приезжает француз и основывает парк Жолибера, основывает медицинскую академию. Приезжают немцы. Как вы думаете, немцы для каких целей приезжают? В первую очередь приглашали архитекторов, приглашали инженеров, приглашали ребят, которые делали хорошие повозки. И самое главное, еще приглашали ребят, которые знали толк в пиве. И сюда приезжают ребята, им достается сооружение, небольшое сооружение, двухэтажный дом. На первом этаже это была столовая и место, где пиво можно было попить, а на втором этаже молились. Нормально, правда? Ну, по-немецки. Хорошо, все по-немецки. А потом в 1913 году решили это объединить и немножко перестроить. И появилось наше вот это вот здание лютеранской кирхи. Да, это протестантская вера. Как раз таки 31 октября 1517 года Мартин Лютер в Германии прибил свои 95 тезисов. И появились протестанты. Протестовали против чего? 16 век, Папа Римский живет довольно неплохо, а еще придумал хороший бизнес, продажу индульгенций. Вообще красота. Ты приходишь, достаешь деньги, и у тебя грехов уже нету. Народ начал возмущаться этим моментом, в обществе созрело для перемен, и появляются новые течения. Грубо говоря, это движение за удешевление церкви, чтобы не было Папы Римских, чтобы не было кардиналов, чтобы не было этих икон, чтобы не было богатства, чтобы поменьше было этой церковной десятины. То есть собирается народ и молится в храме. Но это опять-таки немцы были. Немцы любят музыку. Самый известнейший немецкий музыкант — это Иоганн Себастьян Бах, такой плодовитый товарищ. У него было больше, чем 20 детей, и еще заодно 600 композиций, которые написал для органа. И вот очень многие хоралы как раз-таки исполняются на органе, который находится в нашей лютеранской кирхе. Приглашаем в следующее воскресенье в 10 часов на богослужение. Ждали, да, так долго? Да. Простите? Историю. Меня? Да. Ой. Как вас зовут? Владимир. Очень приятно. Мы вас приветствуем в Евангелической лютеранской церкви святого Иоанна, единственный действующий лютеранский храм Беларуси, который был здесь построен в 1793 году. Это стиль неоготики, поэтому я приглашаю вас пройти в храм и посмотреть, что у нас есть. А вы играете, да? А как-то в музыкальной школе этому учатся или как? Везде надо и музыкальную, и училище, и консерваторию. Здесь механическая система органа. Воздух здесь попадает в меха. Под давлением воздух поднимается уже вот на такие постаменты, на которых вот стоят эти трубы. Органист управляет подачей воздуха, то есть открывает подачу воздуха к нужным трубам и определенным регистрам. В комбинации, когда набирается, уже звучит разное. В нашем храме мало сохранившихся вещей, но они есть. Это часовой механизм, который был установлен в нашем храме в 1913 году немецкой фирмы. Вот эта фирма здесь написана. 2 года назад мастер из Могилева взялся их реставрировать. Сохранность этих часов была на 70%. 30% недостающих деталей мы заказали в этой же самой фирме, которая в 1913 году эти часы сюда устанавливала. Но самое интересное, что на одной из деталей
мастер установил смайлик, такой первый смайлик. Мы планируем в следующем году их запустить, установить их на их историческое место. Я приглашаю сейчас вас послушать произведение Иоганна Себастьяна Баха в исполнении нашей органистки Веры Латышевой на нашем механическом настоящем органе. Я просто нереально впечатлен, и в первую очередь я в шоке, как можно 2 руками и 2 ногами, и еще и руками менять регистры, как это все можно совмещать в голове, я не понимаю. Я в шоке, это было очень круто. Последний отрывок вот был в последней этой песне, напомнил Канье Уэста очень сильно. Те, кто приезжает в Гродно, они могут попасть на мини-концерт органной музыки. По выходным, в любое время. То есть это нужно вот смотреть, следить за информацией на нашей страничке в Инстаграме или на сайте luther.by. Приезжайте. Хорошего воскресенья. Спасибо. Всего доброго. Дело в том, что я все время любил историю нашего города, не только я вообще любил историю. Поступил на исторический факультет, закончил этот факультет, с того периода времени водил экскурсии, по крайней мере, для детишек. Потом распределился, у меня было распределение в Центр туризма, это дополнительное образование, и там еще работал лет 10. И с того периода времени, наверное, лет уже 15 провожу экскурсии по городу, по Беларуси, какие-то зарубежные экскурсии. Город очень антуражный, необычный, находится на стыке цивилизаций Востока, Запада. 2 дороги в Евросоюз. Захотел, поехал в Литву, захотел, поехал в Польшу. И повезло городу, что он относительно хорошо сохранился после Второй мировой войны. Вы видели огромнейшее количество достопримечательностей, это раз. А плюс еще очень интересно, что он располагается на рельефе, на таких больших погорках. И с этих погорков открывается просто прекраснейший вид. Очень необычный город и, наверное, самый европейский город нашей страны. Я его люблю, просто обожаю, и мне нравится, когда люди приезжают и окунать в историю нашего города. Это наша все-таки родина, правильно? В которой мы родились, и, наверное, должны пригодиться именно здесь. Когда вот началась эпидемия болезней, начали закрываться границы, плюс еще некоторые другие кризисы в нашей стране, привели к тому, что народ начал активно путешествовать. И просто радуется душа, что это были, если раньше это приезжали россияне, литовцы, поляки в основном путешествовали, то в данном случае 99% это ездят белорусы. Это очень радует, что человек, наконец-таки белорус, который живет в Беларуси, ездит не в Валенсию, хотя тоже это хорошее дело, а путешествует, изучает нашу Беларусь. И таким образом изучает и себя, правильно? Думает, а кто же это такой, кто такой белорус, и кто я такой вообще на этой земле, и что нужно сделать. А у нас есть что посмотреть, согласитесь, правильно? В любом регионе, в любом городе, если нет достопримечательностей, сохранились, то это, например, замечательные люди, замечательные, интересные энтузиасты. Посмотрим.
Что такое синагога? Синагога – это дом собрания, это дом культуры, где община должна проводить различные мероприятия. То есть пятница вечера по субботу – это шаббат, это день, который нужно отдыхать. А в остальные дни это можно проходить, например, мероприятия, концерты, различные выставки, даже можно потанцевать. Дом культуры, поэтому так и выглядит. Это уже постройка конца 19 века, после Большого пожара. Причем архитектор довольно известнейший, фамилия, по крайней мере, звучная. Архитектор был Гуччи из Италии, представляете? Приезжает Гуччи в 16 веке и строит синагогу. Часть синагоги, она сохранилась до сегодняшнего момента. Там очень приятные интерьеры в стилистике барокко. Но вы были в парном костеле, барокко, то, что в католицизме и у иудеев, это совершенно другой уровень, совершенно по-другому. Синагога состоит из двух частей: 16 века и конца 19 века. Самая старая, самая большая на территории Беларуси. Посвященная и действующая. Самый известнейший дизайнер в Европе это был Бакс, тоже уроженец города Гродно. Бакс, ты из Гродно? Бакс. Ну, конечно, Репхайм Розенберг из Гродно, который поехал в Петербург, познакомился с Дягилевым и после поехал проводить с Дягилевым сезоны. К сожалению, в синагогу мы не попали, потому что уже проводилась экскурсия, которую пришлось ждать 40 минут. Такого количества времени в запасе у нас не было, но вам крайне рекомендую отправиться в синагогу. И я не уверен, что вы были в таком месте внутри. С еврейским народом в Гродно есть одна не самая приятная история. Одной достопримечательностью этого города является Гродненское гетто. И это памятник памяти ужасающим событиям. К моменту начала Второй мировой войны половина населения Гродно было еврейским. В Гродно проживало практически 30 тысяч евреев. Но в период немецкой оккупации было образовано 2 гетто, которые по площади занимали 1,5 гектара. И к моменту окончания войны цифры просто ужасают. Из более чем 30 тысяч евреев, живших в Гродно, выжили только около 300 человек. Представьте, 30 тысяч евреев погибло в этих местах. На месте входа в гетто номер 1 сейчас находится мемориальная доска, напоминающая о тех событиях. Ну а теперь давайте вернемся к пожарной каланче, которая находится совсем рядом. Там есть одна традиция, наподобие фонарщика в Бресте. Можно пару слов про трубача? Это наша такая интересная традиция, когда с башни пожарной каланчи в 11:59 играет трубач мелодию, одетый в форму сотрудника МЧС 19 века. Обозначая, что, во-первых, уже полдень, это раз, то есть 12 часов, и во-вторых, что в городе Гродно все спокойно и нету пожаров. Это такая традиция, которая была характерна для нашего города Гродно с начала 20 века. Ее недавно возобновили и является такой довольно интересной туристической привлекательной фишкой нашего города. Здесь на каждой достопримечательности есть вот такие QR-коды. И это очень удобно, тебе не обязательно нужно быть с гидом, ты просто подходишь, наводишь на QR-код и узнаешь больше об этом месте. Я такого нигде не видел у нас в Беларуси, это круто. После этого мы вернулись на Советскую улицу, чтобы увидеть новый музей города Гродно в миниатюре. И стоит заметить, тоже бесплатный. И на самом деле это круто, что здесь подобные потрясающие места доступны каждому. А я знаю их канал. Да? Серьезно? Серьезно? Едем? Едем. Да, круто. А вот мы и у вас. О, видишь, доехали. Гродно мини, Гродно миниатюре — это на самых лучших музеев на территории Беларуси. Именно такого формата, когда человек, краевед, географ, наш довольно известнейший историк, он сделал макет города. Соотношение 1 к 200 делал ровно 12 лет, и такое цветомузыкальное шоу, цветомузыкальное представление. То есть мы визуально можем увидеть, как выглядели какие-то постройки на один период времени. Вау. Класс, да? Офигеть. До мурашек просто. Вот этот макет 12 лет, тот уже немножко попроще. Хочу масштаб, чтобы оценили с той стороны. Показать. Это такой микс, не то что это идеальный город, это микс до определенного периода времени. До какого? До 61-го года, да, получается? Это старый замок, так он выглядел на 16 век, новый замок. Сейчас он выглядит немножко по-другому. Это знаменитый наш парный костел, который взорвали в эпоху Хрущева в 1961 году. 12-1961 год. А это уже 18 век.
Сориентировались? Тогда начинаем. Я в шоке. Столько всего. Мы с детства росли в Минске с мыслью о том, что областные города — это просто областные города. Оказывается, здесь столько историй, здесь столько всего, что можно посмотреть, что стоит посетить. И вот этот музей миниатюр однозначно будет в моем топе обязательно. Прям под Гродно, всего в паре километров от центра, находятся Гродненские Мальдивы. Это 2 карьера, и это классная возможность увидеть это уникальное явление всего в 10 минутах езды от города. Карьеры не такие большие, как, например, под Кричевом или Волковыском, но они все же очень уютные, и здесь потрясающего цвета вода. Она действительно бирюзовая, как на каких-нибудь Мальдивах, и здесь это явно видно, почему такие места называют белорусскими Мальдивами. Не сказал бы, что вау, но приятно посмотреть. Ну, после Кричева, конечно, уже ничем не удивить. Карьер, но, конечно, красиво. Водичка красивая. Подход классный. Тут уже не так красиво, как там по тропинке идешь, когда там поинтересней. Едем дальше. Ну, у нас еще есть что вам показать. Погнали. Мы приехали в очень интересное место. Это место называется Музей истории и быта, который основал очень интересный человек по имени Януш Парулис. В нем просто собраны очень-очень-очень много интересных, уникальных вещей, собранных по городу Гродно. Я хотел бы, чтобы сам человек, который создал это место, нам рассказал об этом музее. Мало кто о нем знает, но мне кажется, он очень интересный. Пойдем посмотрим. Хотите посмотреть? Хотим. То подсоединяйтесь. Я тут только начал первую часть, но потом вам все это расскажу. Это витраж фабрики Неман. Фабрика Неман 1883 года. В Дании до сих пор такое похоже есть. Было 2 фабрики. Краевский и Столи в Виленской губернии. Но этот Столи выкупил и стал полновластным хозяином. В данный момент это называется стеклозавод Неман. А я там работал художником. Те витражи, которые вы видите, вот это, да, это все стекло фабрики Неман. А сюда, если зайдем, увидим более 1000 штук стекла фабрики Неман. Это все вы собрали? Ну, я и мой дед. То есть дед начал, я кончил. Ну, собралось слишком много вещей, а я вырос в семье, где полно было картин, всяких интересной мебели, вещей, и все это мне очень нравилось. Бабка была шляхтянка, дед непонятно, вот, ну, служил в казаках. Это якорь морской. Вот тут стоит якорь деревянный. Когда я кончил школу морскую, мореходную, да, нашел в огороде у деда сухой якорь, вырезал, повесил сюда, и пришел мой знакомый, говорит, что у тебя деревянный висит якорь. Ну и мы поехали к нему, а в огороде был закопан вот этот якорь. Гродно, если вы были Неман, там вот такой вот берега его такие, да? И когда вот в Церквах-Каложе, если вы были, там было наводнение в позапрошлом веке, да, которое было 18 метров, была вот вода поднялась. А в 50-х годах поднялась на 11 метров. И вот этот мост, который у нас там через Неман, я на нем стоял, и он вот так ходил. Плыли, значит, эти дома, наверху петухи сидели, и это, свиньи там крюкали. Довольно страшно было, честно говоря. Это моя родословная. Моя фамилия Парулис, греческая фамилия. Когда я кончил среднюю школу,
этот генный греческий петух клюнул мне в задницу, да, поступил, сдал документы в мореходную школу. Вот я здесь морячок, это я учился в Кронштадте, практику проходил на Круненштейне. И когда надо было лазить по мачтам, то я прыгал как обезьяна, не боялся. Когда вышли в море, всех укачивало, да, а мне хоть бы что, только аппетит в 5 раз был выше. 3 раза прощался с жизнью и решил больше не испытывать судьбу. Уговорил своего друга вот эту Жору, и мы написали заявление и уволились. К счастью, честно говоря. Граммофон с трубой. Видите, какой граммофон? Это граммофон моего деда 14 года. Тут у меня есть ценник. Цена этого там у меня где-то около 100 рублей была, да? А корова в то время стоила 3 рубля. Представляете, целое стадо коров вылетало с музыкой с этой трубы. И прекрасное, красивейшее стекло фабрики Неман. Смотрите внимательно, рассказываю секрет фабрики. Девочка, какой это цвет тут? Видишь? Какого цвета? Голубой. Голубое, да? А ты давно была у врача? Она же не голубая, она же, видишь, прозрачная. Вот этот секрет, а тут опять голубой. Как бы мне минчане надоели, честно говоря, потому что уже в некоторые по 4 раза были, если не 5. И говорят, еще приедут. Ну, где взял, украл. Если я буду рассказывать все, тут у меня и дня не хватит, чтобы рассказать, где взял. Это не мой дом, это второй мой дом. Часть этого помещения я арендую под музей. Мой дом стоял тут метров 500 отсюда, и снесли эти дома, сделали дорогу, и все это переехало сюда. Я вырос в Гродно, родился, да, и для меня это, я люблю свой город Гродно. Я бы мог в Швейцарии жить, потому что тетка моя там мне приглашение дала. Я ехал туда, доехал до Берлина, и поезд надо было ждать 8 часов. Пошел, нашел Берлинскую стену по пути, и там остался 2,5 месяца. В Швейцарию не поехал. Вот, иначе вас бы тут не было, музея бы не было. Видно, я тут нужнее. Я говорю, что у меня мурашки по коже. Всему этому столько много лет, и так прям погружаешься. А это вот прям лучшее, что мы посетили, мне кажется. Серьезно? Ну, для меня, да. Прямо на углу, где соединяются Советская улица Ожешка, она Виленская. Виленская 1. Да, по запаху какие-то особенные чебуреки. Я вам скажу, что вы не пожалеете, это точно. Моей дочке, да. Да, мы уже наслышаны. Да. Дело в том, что она 40 лет тому назад, она кончила поварскую эту самую, да, и работала в чебуреках. Хотя она окончила университет, этот нархоз, решила заняться чебуреками. Вот, и получается очень хорошее, вкусное. После такого рассказа невозможно не отправиться за этими чебуреками. И это место теперь я буду рекомендовать каждому. Кек-чебурек. Как чебуреки? Вкусно, очень вкусно. Очень? Ну что, тестируем чебуреки. Хорошо. Очень хорошо. Наша главная жемчужинка, церковь, которая видела всю историю нашего города Гродно, причем она построена очень в интересном виде, в плане того, что сделана по-богатому. Это майоликовая плитка, видите, которую мы сами видим, разноцветная плитка. Это показатель того, что деньги здесь у нас в городе Гродно водились. Откуда у нас были деньги? Вот он, путь из варяг в греки, который проходил из Черного моря на Балтийское море. То есть река Неман. Это дело в том, что старинная церковь 1180-х годов 12 века, она сохранилась в относительно хорошем состоянии. То есть, в принципе, она сохранилась наполовинку. В один прекрасный момент река Неман, которая давала хороший доход, и мы были невероятно богаты, наш был город, она довольно коварная, потому что зажата, так называемые Грунинские ворота. Зажата между холмами. В один прекрасный момент в 19 веке половина подмыла берега, и церквушки половина обринулась. Слева эта часть 12 века оригинальная, а справа это уже сделали буквально в 21 веке, 2 года назад. На многих кирпичах есть люди, которые в прямом смысле слова влипли в историю, и если присмотреться, отпечатки пальцев прослеживаются. Вот тут вот капиллярные узоры. Вот здесь вот, например.
написано во время приезда Николая II. И эту копию икону нашли совершенно случайно в интернете. Нашел священник и нашел в интернете. Вы купили на аукционе электронном. Съездил священник, настоятель храма Александр Болонников, выкупил эту икону и поместили в Киот. Относительно недавно было. 2019 год, 2 года назад. Это вот этот священник, который здесь руководил. Который является настоятелем, руководил во времена реставрации нашего храма. И получается, в Киоте появилась икона Калужской Божьей Матери. Вы видите, такие фрески. Но самое интересное, что фрески еще здесь располагается граффити. Средневековое граффити, вот 2 человечка, которые вырезаны, и написано «Борис и Глеб, спасибо за помощь». Вот, видите? Средневековое? Да, средневековое граффити. Самое интересное внутри храма — это вот эти отверстия, которые мы с вами видим. Видим, что это кувшины. Видите? Зачем они сделаны? Для того, чтобы здесь шикарная акустика была. Dolby Surround, можно и так сказать, звук вокруг. Но на этом не все. Пришло время узнать, где в Гродно живет граф Дракула. Мы пришли на очень интересный объект, такой целый город в городе. Этот райончик чем примечателен? Тем, что тут располагается несколько кладбищ. Это кладбище католическое, самое старое коммунальное кладбище нашей страны. Рядышком еще находится кладбище немножко помоложе, кладбище православное. Это тоже одно из самых старинных кладбищ. Но на самом деле город в городе, только это город уже людей, которые не живут. И почему это город в городе? Потому что тут можно прослеживаться и судьбы людей, которые связаны с нашим городом. Самый знаменитый, тот, который был похоронен, это Джузеппе Сакко, знаменитый архитектор 18 века, который запроектировал микрорайон города, который называется Городница. А еще известнейший похоронен это знаменитая Элиза Ожешко. У нас есть улица Ожешко, и вот к ней как раз-таки не зарастает народная тропа. Что это за дворец Дракулы? Это недостроенный 7-этажный коттедж, один из самых высоких на территории Беларуси, который был построен в 90-х годах. Располагается он в окружении нескольких кладбищ. Что интересно, хозяин этого коттеджа в нем и проживает. Правда, основа все-таки она недостроена. И смотрится весьма антуражно, особенно на закате и вечером, когда вокруг этого коттеджа еще летают различные вороны. Наша одна из интересных достопримечательностей в городе называют замок Дракулы, этот коттедж. Мы решили проводить экскурсию костюмированные, несколько персонажей по вечернему нашему городу, сделать акценты на различные легенды, байки по Дании и плюс еще добавить немножко антуража в плане дегустации наших традиционных блюд и наших традиционных напитков. Мы уже проводим, наверное, года 4 и с пилигримом в одежде фактически как монахов Бернардинцев. Это ты пилигрим, да? Да, я пилигрим. Какой твой топ по Гродно? Мой топ — это Калужская церковь, Фарный костел, лютеранская кирха, район кладбища и, между прочим, такая усадьба, которая называется Станиславова. Касса и Баст — это наши водонапорные башни конца 19 века, то есть русская светличка, и немецкая светличка начала 20 века. Сейчас в этих водонапорных башнях находятся творческие мастерские, где работают художники, скульпторы, вот этим оно примечательно. В этом примечательно. Они очень антуражно, красиво смотрятся. До новых встреч! Спасибо. Поехали с чебуреками. Снова? Да. Это Катя и Бася. Как вам вообще Гродно? Гродно! Годно! Во! Первое — орган. Второе — чебуреки. Третье — это музей Януша. Во! Что я хочу... Какой... Камень. И чебуреки. Не, мы это проходили, второй раз будет неинтересно. Какой твой топ? Орган, дедуля с вещами и чебуреки. То есть у тебя своего мнения нет? Нет, у меня нет своего мнения. Я хочу сказать, что это живописно. Это новый опыт в виде экскурсии, когда мы гуляли по ночному городу. Третье — это лютеранская кирха, да. И орган — это когда ты просто смотришь и не понимаешь, как это работает. О! Классный европейский город. Замковая атмосфера. Что самое классное, тут культура есть, и они ее ценят. Этот город меня, безусловно, покорил. Сейчас это, наверное, одно из самых любимых мест в Беларуси для меня. В конце выпуска я вам составлю свой топ. А сейчас розыгрыш.
Кронон Парк Отель предложили разыграть одну ночевку у них, и я с радостью подарю этот вот сертификат победителю конкурса. Придумайте креативное и неординарное название нашему маршруту, по которому мы прошли в Гродно, и напишите его в прикрепленном комментарии к этому видео. Тот человек, чей вариант больше всего понравится нам, получит сертификат на ночевку в Кронон Парке. И это название мы дадим моему будущему гайду по Гродно, который выйдет в ближайший месяц. Ну а сейчас мой топ по Гродно. В первую очередь я бы хотел отметить Калужский парк и Калужскую церковь, потому что это место абсолютно меня покорило. Следующее место — это музей Януша Парулиса. И не просто музей, а именно тот человек, который создал это место. Потому что без него там на самом деле просто груда вещей. И именно этот человек придает этим вещам историю. Следующее — это экскурсия тайны города. Вот эта экскурсия в плащах крайне рекомендую. Вы обязаны попробовать чебуреки в Гродно. И следующие два места, которые мне также безумно понравились, это орган в лютеранской кирхе, и вы также можете прийти его послушать, и музей Гродно в миниатюре, просто в сердечко. Вообще Гродно очень понравился. Крайне рекомендую съездить туда каждому белорусу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте обязательно свои комментарии, потому что чем больше комментариев, тем выше мое видео будет ранжироваться в рекомендациях. Всех обнимаю, до встречи в новом выпуске. Пока-пока. Somehow